Что если Гранд Каньон скрывал под собой сооружение, которое не могло быть построено ни одной известной цивилизацией? В феврале 2024-го обвал породы на северном краю каньона обнажил идеально ровные каменные блоки на глубине почти 70 метров. Там, где по всем геологическим расчетам должен был лежать нетронутый докембрийский пласт возрастом свыше 500 миллионов лет. Геологи из Университета Аризоны, прибывшие на место через трое суток, зафиксировали нечто, что официальные отчеты поначалу назвали аномалией естественного происхождения. Но снимки, утекшие в сеть раньше, чем их успели засекретить, показывали совсем другое. Снимки облетели несколько крупных геологических форумов за 6 часов до того, как администраторы начали их удалять. На фотографиях отчетливо видны три вещи. Ровный срез породы под углом точно 90 градусов, повторяющийся геометрический узор на поверхности блоков и темный прямоугольный проем за обрушившейся стеной. Доктор Карен Шульц, геолог с 20-летним стажем работы в геологической службе США, была в числе первых специалистов, получивших официальный доступ к месту обвала. В своем личном дневнике, опубликованном позднее без разрешения ведомства, она написала буквально следующее. Срез слоя не соответствует ни одному известному типу естественного разлома. Блоки имели размер примерно 2 на 3 метра каждый и были уложены горизонтальными рядами. Угол, частота поверхности и равномерность блоков исключают природное происхождение. Порода тот же красный песчаник, что окружает их со всех сторон, но плотность материала, по данным ультразвукового сканирования, оказалась на 23% выше, чем у соседних естественных пластов. Такая плотность достигается либо при чрезвычайно медленном природном сжатии под колоссальным давлением в течение миллионов лет, либо при искусственной обработке. Темный проем за обрушившейся стеной оказался не просто нишей. Лазерный дальномер показал глубину больше 40 метров. Внутри ровный пол, потолок высотой около 4 метров и два боковых коридора, уходящих в противоположные стороны вдоль склона каньона. Температура внутри составляла плюс 11 градусов по Цельсию, стабильная, без колебаний, что нетипично для естественных пещер в этом регионе. На стенах коридоров зафиксированы повторяющиеся насечки. Не хаотичные царапины, а четкие горизонтальные линии с равным интервалом в 7 сантиметров. На одном участке линии образуют сетку, напоминающую таблицу или схему. Ни одна из известных культур американского юго-запада, ни Хопи, ни Наваха, ни Анасази не оставляла подобных маркировок в этом стиле и в этой технике исполнения. Радиоуглеродный анализ органических частиц, найденных в щелях между блоками, дал результат, который руководитель экспедиции Марк Дилан назвал технической ошибкой. Возраст образцов от 120 тысяч до 150 тысяч лет. Homo sapiens в то время уже существовал, но на территории Северной Америки, по общепринятым данным, людей не было еще как минимум 100 тысяч лет. Федеральное агентство по управлению землями закрыло участок в течение 48 часов после первичного осмотра. Официальная формулировка – опасность повторного обвала. Но геологи, работавшие на месте, отмечали, что порода вокруг обнажения была стабильна и не требовала немедленного ограждения такого масштаба. Периметр оцепления составил почти 1,5 километра, несоразмерно много для обычных мер безопасности при обвале. Радиоуглеродный анализ повторили трижды в 3 разных лабораториях. Результат не изменился ни разу. Но возраст органики, вообще это еще не самое странное. Камень, из которого сложены блоки, датировали отдельно, методом термолюминесценции, который показывает, когда порода последний раз подвергалась нагреву. Результат. Примерно 80 тысяч лет назад материал блоков был нагрет до температуры выше 600 градусов по Цельсию. Равномерно. Весь массив сразу. Природных процессов, способных создать такой равномерный нагрев на глубине 70 метров без следов вулканической активности в регионе, геологи назвать не смогли. Профессор Джеймс Уолкер из Массачусетского технологического института, специализирующийся на археологии доисторических структур, получил копии технических отчетов через источник внутри геологической службы. Уолкер опубликовал короткий разбор на своей странице и удалил его через 9 часов. Скриншоты сохранив. В тексте он указал конкретно: геометрия кладки соответствует осознанному строительному проекту, а не случайному природному явлению. Блоки подогнаны друг к другу с зазором менее 2 мм. Такая точность в работе с камнем была достигнута в Старом Свете не раньше 5000 лет назад. 2 мм зазора на блоках возрастом 130 тысяч лет в Северной Америке — это не аномалия. Это прямое противоречие всей известной хронологии человеческой цивилизации. Внутри коридоров нашли еще кое-что. На полу левого прохода, примерно в 12 метрах от входа, лежал слой темного порошкообразного вещества толщиной около сантиметра. Спектральный анализ показал смесь древесного угля, оксида железа и следов органических соединений, природа которых пока не установлена. Такой состав характерен для пигментов, которые использовались в наскальной живописи. Но стены рядом с этим местом чистые, никаких рисунков. Либо их намеренно уничтожили, либо пигмент был приготовлен и никогда не использован. Правый коридор упирался в завал примерно через 25 метров. Трещины на поверхности внутреннего завала успели покрыться карбонатным налетом.
Процесс, который при данной влажности занимает не менее нескольких тысяч. Кто-то или что-то закрыло этот проход очень давно. Завал был внутренним, порода обрушилась с потолка, но характер разлома указывал на то, что это произошло не одновременно с февральским обвалом снаружи. За завалом, по данным георадара, продолжается пространство. Сигнал фиксирует пустоту протяженностью не менее 80 метров и, судя по отражениям, значительно большего объема, чем уже обнаруженные коридоры. Что именно находится там, неизвестно. Расчистка завала в план работ включена не была. Карен Шульц подала заявление об увольнении через 2 недели после возвращения с места обвала. Она не дала ни одного интервью, не опубликовала ни одного поста. Единственное, что от нее осталось в публичном пространстве — короткое сообщение коллеги в частной переписке, скриншот которого появился на одном из форумов. «Я не могу подписать отчет, в котором написано то, что там написано. И я не могу подписать отчет, в котором написано обратное». Марк Дилан, руководитель экспедиции, остался на должности, но его публичная активность резко изменилась. До февраля 2024 он регулярно выступал на конференциях и давал комментарии профильным изданиям. После — полная тишина. Запросы от журналистов перенаправлялись в пресс-службу геологической службы, которая отвечала стандартной фразой об продолжающемся изучении геологической аномалии. Именно слово «аномалия» стало официальным термином для всего, что нашли под скалами. Ни структура, ни объект, ни сооружение, только аномалия. Это не случайность. В официальной терминологии слово «аномалия» не требует объяснения причин и не предполагает версии о происхождении. Независимый геофизик Роберт Кейн из Денверского университета запросил официальный доступ к данным сканирования через стандартную процедуру свободного доступа к информации. Ему отказали, сославшись на то, что материалы относятся к категории незавершенного научного исследования и не подлежат раскрытию до публикации итогового отчета. Сроки публикации указаны не были. Кейн подал повторный запрос, добавив к нему запрос на любую переписку между сотрудниками геологической службы, касающуюся объекта. Через 40 дней он получил пакет документов, из которых 92% текста было закрашено черным. Читаемыми остались только даты, имена отправителей и стандартные служебные фразы. Ни одного содержательного предложения. Тогда Кейн опубликовал сам факт получения таких документов. Это тоже оказалось информацией. Объем переписки составил более 800 страниц за период с февраля по май 2024. 800 страниц внутренней переписки за 3 месяца по поводу геологической аномалии. Для сравнения, крупнейшие задокументированные обвалы в истории Гранд-Каньона генерировали от силы несколько десятков служебных страниц. Параллельно стало известно, что к объекту были привлечены специалисты, которые не имеют никакого отношения к геологии. Источник внутри ведомства, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию New Mexico Independent. В числе консультантов, посетивших место в марте, были криптографы и специалист по дешифровке незнакомых письменных систем из Университета Чикаго. Криптографы на геологическом объекте. Это означало только одно. Насечки на стенах коридоров были признаны не случайными царапинами, а системой с внутренней логикой. Специалист по письменным системам профессор Анна Гомес впоследствии упомянула в лекции для студентов, что в феврале посещала один закрытый объект на юго-западе страны и работала с повторяющимися графическими последовательностями неустановленного происхождения. Когда студент спросил уточняющий вопрос, она сменила тему и больше к этому не возвращалась. 3 независимые лаборатории дали одинаковый результат, но проблема была не только в возрасте органики. Проблема была в том, что разные элементы структуры показывали разный возраст, и это расхождение само по себе говорило о многом. Органические частицы из щелей между блоками от 120 до 150 тысяч лет. Карбонатный налет на внутреннем завале правого коридора от 8 до 12 тысяч лет. Следы термического воздействия на самих блоках около 80 тысяч лет. 3 разных периода, 3 отдельных события в истории одного объекта. Это означало, что структуру не просто построили и забросили. К ней возвращали. Кто-то пришел сюда повторно примерно 80 тысяч лет назад и нагрел камень. Кто-то завалил правый коридор от 8 до 12 тысяч лет назад, в период, когда, согласно официальной хронологии, первые люди только начинали осваивать территорию американского юго-запада. Хронология объекта охватывала более 100 тысяч лет активного использования. Геолог Питер Ланг из Аризонского государственного университета опубликовал в апреле 2024 припринт статьи, в котором предложил альтернативное объяснение расхождений в датировке. По его версии, органические частицы могли мигрировать в щели между блоками из более древних природных слоев через капиллярное движение воды, а термические следы объяснялись локальным лесным пожаром, проникновение тепла, от которого через толщу породы он рассчитал математически. Припринт получил широкое распространение в официальных научных кругах и был процитирован в нескольких изданиях как наиболее вероятное объяснение аномалий. Но расчеты Ланга проверил независимо профессор термодинамики
динамики Сеульского национального университета Чон Мин Джун. Он опубликовал разбор на корейском языке, который позднее перевели добровольно. Вывод был однозначным. Для того, чтобы лесной пожар на поверхности прогрел породу на глубине 70 метров до 600 градусов равномерно по всему массиву блоков, он должен был гореть непрерывно при температуре не менее 1200 градусов в течение нескольких сотен лет на площади не менее 2 квадратных километров. Ну что, готовы раскрыть еще больше тайн, чем у Гранд Каньона? Заходите на playprofit.com, где собраны все самые популярные нейросети в одном месте. И не забудьте, только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус в 500 токенов. Такого пожара в истории Земли не было. Версия Ланга продолжает фигурировать в официальных материалах. Отдельную проблему создавал изотопный состав самих блоков. Соотношение изотопов стронция в материале кладки отличалось от соотношения в окружающей породе того же типа. Это означало, что блоки не были вырублены на месте. Материал для них добыли в другом месте и доставили сюда. Ближайший источник породы с аналогичным изотопным профилем находится в районе плато Колорадо, примерно в 180 километрах к северо-востоку. 180 километров транспортировки каменных блоков весом от 8 до 12 тонн каждый 130 тысяч лет назад. По территории, где по всем имеющимся данным не существовало ни одного человеческого поселения. Ни валов, ни колес, ни дорог, ничего, что объяснило бы, как это физически возможно. Чон Мин Джун в конце своего разбора добавил одну фразу, которую процитировали многие. Либо наши методы датирования фундаментально ошибочны, либо наши представления о доисторическом человеке фундаментально неполны. Третьего варианта он не предложил. Вопрос о строителях упирался в одну простую проблему. 130 тысяч лет назад на территории Северной Америки не было никого, кто мог бы это построить. Это не предположение, это консенсус палеоантропологии, основанный на тысячах задокументированных находок. Homo sapiens в то время концентрировался в Африке и на Ближнем Востоке. До предполагаемого первого перехода через Берингов пролив оставалось еще более 100 тысяч лет. Но у этого консенсуса есть трещины, о которых редко говорят публично. В 2017 в Калифорнии на стоянке Серути были найдены кости мастодонта со следами намеренного дробления и каменные орудия рядом с ними. Датировка-то 130 тысяч лет. Статья вышла в журнале Nature и вызвала скандал в научном сообществе, потому что прямо противоречила принятой хронологии заселения Америки. Большинство археологов отвергли находку, предложив версию о естественном разрушении костей под давлением пород. Но орудия никуда не делись. Они лежали рядом, и их никто не объяснил убедительно. Находка в Гранд Каньоне и стоянка Серути разделены расстоянием около 800 километров и датируются одним и тем же периодом. Профессор антропологии Томас Демере, один из авторов статьи о стоянке Серути, отказался комментировать находку в каньоне. Его коллега, пожелавший остаться анонимным, сообщил: в узком кругу специалистов обе находки обсуждаются как часть одной картины. Картины, которую никто не готов описать публично, потому что она требует пересмотра базовых положений, на которых строится вся современная хронология заселения Америки. Была и другая версия, которую рассматривали не антропологи, а физики. Структура могла быть построена не людьми в современном понимании этого слова, а более ранней формой Homo. Например, денисовцами, чье присутствие в Азии в тот период задокументировано, но чье распространение по планете до сих пор установлено лишь фрагментарно. Денисовцы демонстрировали признаки сложного поведения: украшения, обработка материалов, возможно, примитивная навигация. Но между украшениями из ракушек и транспортировкой 12-тонных блоков на 180 километров пропасть, которую эта версия не закрывает. Третья версия звучала в частных разговорах среди исследователей и никогда не попадала в официальные документы. Она предполагала, что строители не были биологически связаны ни с одной из известных ветвей рода Homo, что речь идет о цивилизации, которая существовала, исчезла и не оставила прямых генетических потомков среди живущих сегодня людей. Версия неудобная по одной причине. Она не фантастическая. Палеонтологическая летопись полна видов, которые существовали миллионы лет и исчезли без следа. Нет никакого биологического закона, запрещающего разумному виду сделать то же самое. Насечки на стенах коридоров добавляли к этому еще один слой. Профессор Гомес, работавшая с графическими последовательностями, так и не опубликовала результатов своей работы. Но студент, присутствовавший на той лекции, где она оговорилась, записал ее слова подробнее, чем она рассчитывала. По его записям она сказала следующее: последовательности демонстрируют внутреннюю рекуррентность, характерную для фонетических или счетных систем. Не пиктографик, не картинки. Абстрактные символы с грамматической структурой. Письмен. 130 тысяч лет назад в Северной Америке. Старейшая из известных письменных систем, шумерская, возраст около 5000 лет. Разрыв между ней и насечками в каньоне составляет 125 тысяч лет. Георадарное сканирование провели дважды. Первый раз сразу после обнаружения объекта в феврале.
Второй раз в апреле с оборудованием более высокого разрешения, которое доставили специально. Результаты второго сканирования в открытый доступ не попали, но технический специалист, управлявший оборудованием, описал увиденное в частном разговоре, запись которого появилась в сети в июне. По его словам, структура под скалами была значительно больше, чем показало первое сканирование. Два видимых коридора были лишь внешним контуром. Вглубь породы уходила сеть помещений общей площадью, которую он оценил не менее чем в 4000 квадратных метров. 4000 квадратных метров — это примерно половина футбольного поля. Под северным краем Гранд-каньона на глубине от 70 до 120 метров. Сеть имела четкую организацию. Центральное помещение примерно прямоугольное, размером около 30 на 40 метров и высотой потолка, которую радар оценил в 8-10 метров. От него расходились 8 коридоров в разные стороны. 4 из них заканчивались тупиками на расстоянии от 20 до 50 метров. 3 уходили дальше, за пределы зоны сканирования. 8-й коридор вел к тому самому внутреннему завалу в правом проходе, который уже был зафиксирован при первичном осмотре. Центральное помещение не было пустым. Радар фиксировал внутри несколько объектов с высокой плотностью, значительно выше, чем плотность окружающего камня. Форму объектов с точностью определить невозможно методами радарного сканирования, но специалист описал их как несколько вертикальных структур неправильной формы, высотой от 1 до 3 метров, расположенных не хаотично, а в определенном порядке вдоль центральной оси помещения. 3 коридора, уходящих за пределы зоны сканирования, создавали отдельную проблему. Если они продолжаются с той же ориентацией, что показал радар, то через 2-3 километра они должны выходить под дно каньона, туда, где течет река Колорадо. Это означало бы, что структура строилась с учетом топографии местности, которая выглядела иначе 130 тысяч лет назад. Каньон в его нынешнем виде сформировался значительно позже. Геологи оценивают его возраст в 5-6 миллионов лет, но активное врезание реки в породу, создавшее современный рельеф, происходило в последние несколько сотен тысяч лет. Строители могли видеть другой ландшафт и строить под него. Это деталь, которая не вписывается ни в одну версию случайного природного происхождения. Природные пещеры не ориентируются относительно рельефа. Они следуют трещинам в породе направлению подземных вод, зонам тектонических разломов. Коридоры, выстроенные по компасным направлениям относительно существовавшей когда-то поверхности, тогда это признак планирования. В мае 2024-го Роберт Кейн, которому отказали в доступе к официальным данным, провел собственное сканирование с поверхности, с разрешенного публичного расстояния за периметром оцепления. Его оборудование было значительно слабее, но результаты совпали с тем, что описал технический специалист. Под поверхностью фиксировались множественные пустоты, расположенные слишком регулярно для природного карста. Кейн опубликовал данные с оговоркой, что разрешение его прибора недостаточно для точных выводов. Но сам факт совпадения с описанием официального сканирования он прокомментировал коротко. Случайное совпадение двух независимых измерений в данном случае статистически невозможно. Официальной реакции на публикацию Кейна не последовало. За 6 месяцев с момента обнаружения структуры федеральные ведомства не провели ни одной пресс-конференции, не выпустили ни одного официального заявления с конкретными данными и не ответили ни на один журналистский запрос по существу. Это само по себе является задокументированным фактом, который можно проверить через архивы запросов в рамках закона о свободе информации. Национальный парк Гранд-каньон выпустил единственное публичное сообщение в феврале. 3 абзаца об обвале породы на северном краю, мерах безопасности для туристов и закрытии участка тропы. Структура не упоминалась. Слово «аномалия» не использовалось. Текст был написан так, будто произошел рядовой геологический инцидент. Журналист Дэниел Фрост из издания Arizona Daily Star подал 12 отдельных запросов в 6 различных ведомств. Национальный парк, геологическую службу, Федеральное агентство по управлению землями, Министерство внутренних дел, Смитсоновский институт и Агентство по охране окружающей среды. Все 12 запросов получили ответы. Ни один из ответов не содержал информации по существу. 7 запросов были перенаправлены в другие ведомства. 3 получили отказ по причине продолжающегося исследования. 2. По причине национальной безопасности. Национальная безопасность. Это основание для засекречивания информации о геологической аномалии в национальном парке потребовало отдельного объяснения, которое так и не поступило. Закон позволяет засекречивать информацию по соображениям национальной безопасности без раскрытия причин. Просто публиковал копии всех 12 ответов. 2 документа с грифом отказа по соображениям национальной безопасности стали наиболее цитируемыми материалами в этой истории. В июле 2024-го сенатор от штата Аризона Марк Келли направил официальный запрос в Министерство внутренних дел с требованием предоставить полный отчет об исследовании объекта. Ответ пришел через 28 дней. Стандартный срок для ответа на запросы членов Конгресса. Содержание ответа Келли не раскрыл. На вопрос журналистов он ответил коротко: «Я получил ответ, который меня не удовлетворил, и намерен продолжить запрос». После этого заявления тема исчезла из его публичной повестки. Смитсоновский институт заслуживает отдельного упоминания. В истории американской археологии этот институт уже фигурировал в контексте засекреченных находок. В 1908 году в той же газете Arizona Gazette была опубликована статья об обнаружении в Гранд-каньоне
каньоне обширные системы пещер с египтоподобными артефактами и мумиями. Статья ссылалась на исследователей Смитсоновского института. Институт впоследствии отрицал само существование этой экспедиции. Архивные материалы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть публикацию, оказались недоступны. Это произошло более 100 лет назад. Паттерн тот же самый. На периметре оцепления в течение нескольких месяцев дежурили не только сотрудники парка. Несколько туристов, пытавшихся приблизиться к закрытому участку, описывали людей в гражданской одежде без опознавательных знаков, которые перехватывали их значительно раньше официальных ограждений. Один из туристов, Брайан Холлоуэй из Феникса, опубликовал видео, на котором человек в темной куртке без бейджа просит его покинуть территорию, не называя ни свое имя, ни ведомство. На прямой вопрос Холлоуэя, кто вы такой человек, повторил просьбу уйти и не ответил. Видео набрало 400 тысяч просмотров за 3 дня и было удалено платформой по жалобе на нарушение правил. Какое именно правило было нарушено? В уведомлении указано не было. В сентябре 2024 в сеть утекло то, что, судя по структуре документа, являлось внутренним аналитическим меморандумом. Источник не был установлен, подлинность не была подтверждена официально, но и не была опровергнута, хотя запросы с требованием опровержения направлялись в несколько ведомств. Молчание в ответ на прямой вопрос, является ли этот документ фальсификацией, тоже ответ. Меморандум содержал сводку выводов рабочей группы, изучавшей объект с февраля по август. 7 страниц. Большая часть технических данных в утекшей версии отсутствовала. Либо была изъята перед утечкой, либо находилась в отдельных приложениях, но концептуальная часть сохранилась. Ключевой вывод рабочей группы звучал так. Объект не имеет аналогов среди известных археологических памятников ни по возрасту, ни по технологии исполнения, ни по масштабу. Его существование несовместимо с действующей моделью доисторического заселения Северной Америки и требует либо пересмотра методологии датирования, либо признания существования неизвестной цивилизации на данной территории в указанный период. Рабочая группа рекомендовала не публиковать результаты исследования до выработки официальной интерпретационной рамки. Это бюрократический термин, означающий следующее. Сначала решить, что именно говорить людям, и только потом говорить. Но дальше в меморандуме шло то, что превращало всю предыдущую историю в пролог. Рабочая группа запросила сравнительный анализ по базам данных геологических аномалий в других регионах. Анализ показал структуры с аналогичными характеристиками, нетипичная плотность породы, геометрически правильные формы, залегания на значительной глубине под более поздними пластами были зафиксированы ранее в 3 других точках. Турция, район плато Анатолия, глубина около 60 метров. Южная Африка, провинция Лимпопо, глубина около 90 метров. Индонезия, остров Ява, глубина около 55 метров. Все 3 объекта были задокументированы в разное время, разными ведомствами, в рамках несвязанных исследований. Ни один не получил публичной огласки. Все 3 находились под охраной или в закрытых зонах на момент составления меморандума. Датировка по 2 из 3 объектов, где анализ проводился, давала сопоставимые результаты. От 100 до 150 тысяч лет. 4 точки на 4 континентах. Один и тот же период. Одна и та же технология. Это уже не локальная аномалия. Это свидетельство глобального присутствия. Меморандум не давал ответа на вопрос, кто это построил. Он только фиксировал факт. Кто бы это ни был, они действовали одновременно на разных континентах, разделенных тысячами километров океана, в эпоху, когда, по всем официальным данным, такие перемещения были невозможны. Последний абзац концептуальной части меморандума был посвящен рискам. Не научным рискам, репутационным и социальным. Рабочая группа прямо указывала, публичное признание существования данных объектов потребует одновременного публичного признания того, что базовая хронология человеческой цивилизации, преподаваемая в школах и университетах, является неполной как минимум на 100 тысяч лет. Последствия для системы образования, религиозных институтов и общественного доверия к науке рабочая группа оценила как труднопрогнозируемым. Труднопрогнозируемость — это не научный термин. Это признание того, что авторы меморандума не знали, как общество отреагирует на информацию о том, что вся известная история человечества — это лишь последняя глава значительно более длинной книги. Меморандум датирован августом 2024. С момента его утечки прошло несколько месяцев. За это время не произошло ничего из того, что должно было бы произойти, если бы документ был фальшивкой. Ни одно ведомство не выступило с опровержением. Ни один из упомянутых специалистов не заявил, что его имя использовано без оснований. Ни один юрист не направил требования об удалении документа как клеветы или фальсификации. Роберт Кейн опубликовал детальный разбор меморандума и пришел к выводу, что структура документа, использованная терминология и логика изложения соответствуют реальным внутренним аналитическим материалам федерального уровня. Подделать такой документ убедительно. Задача, требующая либо инсайдерского доступа, либо многолетнего опыта работы внутри системы. Участок на северном краю Гранд-Каньона остается закрытым. Официальная причина — это все та же.
Опасность повторного обвала. 9 месяцев спустя после февральского инцидента временное ограждение заменили постоянным забором с предупредительными знаками. Постоянный забор для временной опасности. Теперь ответ на вопрос, с которого все началось. Что именно скрывал Гранд Каньон? Совокупность задокументированных фактов дает следующую картину. Под северным краем каньона на глубине от 70 до 120 метров находится рукотворное сооружение площадью не менее 4000 квадратных метров. Оно построено из блоков весом от 8 до 12 тонн, доставленных за 180 километров. Возраст строительства не от 120 до 150 тысяч лет. Стены содержат абстрактные символы с признаками грамматической структуры. Центральное помещение содержит объекты неустановленной природы. Структура является частью глобальной сети из как минимум 4 аналогичных объектов на разных континентах. Кто это построил, неизвестно. Официально. Но есть один факт, который стоит зафиксировать отдельно. Homo sapiens как биологический вид существует около 300 тысяч лет. Вся известная история цивилизации, письменность, города, государства, технологии укладывается в последние 10-12 тысяч лет. Это означает, что примерно 288 тысяч лет нашего биологического существования официальная наука описывает как период охотников и собирателей без каких-либо признаков сложной организации. Находка в Гранд-Каньоне не доказывает, что этот период был другим. Но она доказывает, что у нас нет оснований быть в этом уверенными. Самый точный ответ на вопрос, что это, сформулировал не ученый и не журналист. Его сформулировал Брайан Холлоуэй, турист из Феникса, которого незнакомец в темной куртке попросил уйти от периметра без объяснений. В интервью местному радио он сказал: «Я не знаю, что там внутри, но я знаю, что когда вам не хотят отвечать на простой вопрос, это означает, что ответ существует». Ответ существует. Он находится под слоем красного песчаника, за постоянным забором, в центральном помещении с вертикальными объектами вдоль оси, в конце 3 коридоров, уходящих за пределы зоны сканирования. Он написан на стенах символами, которые профессор Гомес назвала системой с грамматической структурой и о которых больше не сказала ни слова публично. 800 страниц засекреченной переписки. 12 запросов без ответа. 2 отказа по соображениям национальной безопасности. Постоянный забор вместо временного. Это не молчание людей, которым нечего сказать. Это молчание людей, которые знают и решили, что вы не должны знать то.